Привет, меня зовут Сергей, и скоро у нас с вами новый 2015 год. Как вы знаете, Новый год любят отмечать не только люди, но и ручки и карандаши. И в этом видеоуроке мы с вами сделаем вот такой новогодний колпачок нашим ручкам и карандашам, чтобы у них было тоже замечательное, веселое новогоднее настроение. Ну что ж, поехали! Приготовьте ваш станок, расположите ряды на нем так, чтобы центральный ряд немножко выходил вперед по сравнению с двумя другими рядами. Плести мы с вами будем вот на этой части станка, нам понадобится всего лишь 6 столбиков. Сначала мы с вами сплетем нижний ряд этой шапочки белого цвета, затем будем плести центральную часть красного цвета, а потом вот такую кисточку в конце накинем, тоже белого цвета. Итак, начинаем. Сначала берем резинку белого цвета и скручиваем ее в 2 оборота на пальцах. Натягиваем и скручиваем. Теперь накидываем с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого или дальнего ряда. Берем следующую резинку, тоже скручиваем на пальцах вдвое и накидываем с первого столбика центрального ряда на первый столбик левого или ближнего к нам ряда. Далее опять скручиваем в 2 раза одну резинку, накидываем дальше с первого на второй столбик левого ряда следующую резинку и накидываем их по кругу, по окружности. В центре у нас получается вот этот столбик. Нам осталось накинуть еще одну резинку, скрученную вдвое, и наконец замыкаем этот круг последней резиночкой, тоже скрученной вдвое. Теперь опустим эти резинки вниз и приступим к накидыванию следующего ряда. Но для следующего ряда нам уже не нужно резинки накручивать в 2 оборота. Мы с вами просто будем брать одинарные резиночки. А накидываем точно так же, как сейчас накидывали вот эти скрученные вдвое по кругу. Накидываем раз, берем еще одну белую, накидываем дальше, еще одну белую, спускаемся к центральному ряду, еще одну белую к ближнему к нам ряду, еще одну белую и, наконец, замыкаем этот круг последней белой резинкой. И у нас с вами получилось 2 слоя. Нижний слой у нас состоит из двойных резинок, а верхний слой из одинарных. Нам на каждом столбике сейчас нужно захватить резинки нижнего ряда, натянуть их и с внешней стороны скинуть внутрь вот этого импровизированного круга. Дальше на следующем столбике захватываем нижние резинки, тоже скидываем их внутрь. На третьем столбике захватываем все резиночки нижнего слоя, скидываем внутрь. На дальних столбиках, чтобы было удобнее, можно станок вот так перевернуть. Здесь захватываем тоже с внешней стороны, скидываем внутрь. Здесь захватываем резинки нижнего слоя, натягиваем, скидываем внутрь, и нам остался последний столбик, вот этот. Здесь тоже, как я думаю вы догадываетесь, захватываем резиночки нижнего слоя и с внешней стороны скидываем внутрь. Замечательно! Нижнюю кромку шапочки мы с вами сделали, а сейчас будем накидывать уже центральную часть красного цвета. И приготовьте, конечно, красные резинки. Накидываем по кругу один слой красных резинок. Раз. Дальше 2, 3, одинарные резиночки накидываем, не двойные. Так, и последний раз замыкая этот круг. Замечательно. Теперь обращаем внимание на боковую сторону и видим, что снизу у нас есть белый слой, а сверху красный. С каждого столбика захватываем белые резинки нижнего слоя и с внешней стороны скидываем их внутрь этого круга. На 3 столбиках сняли, дальше 4 столбик, еще 5 столбик и последний, вот этот первый столбик центрального ряда. На нем тоже нам нужно захватить резиночки белые и с внешней стороны скидываем вниз. Теперь мы с вами сделаем еще один точно такой же ряд. Но вообще нам нужно сделать 4 красных ряда, включая тот, который мы с вами только что сделали. То есть осталось 3. Делаем сейчас второй. Накидываем по одной резинке по кругу.
И теперь, повернув станок боком, видим резиночки нижнего слоя, захватываем их и с внешней стороны скидываем к центру. Здесь все просто, и вообще плетение этой шапочки очень простое. Я думаю, вы сами за 5 минут тоже такую сможете сплести, посмотрев мой урок. Замечательно. Опять опускаем резинки вниз, чтобы у нас было четкое разграничение между предыдущим и последующим слоем. И накидываем еще 2 точно так же слоя красного цвета и снимаем нижние резиночки. Отлично. 4 красных слоя мы с вами сделали. Сейчас нам нужно будет из 6 столбиков сделать 4. Делаем это так. Мы с вами освободим вот этот столбик и вот этот столбик от резинок, просто раскидав их на соседние столбики. На этом столбике, первом столбике левого ряда, захватываем крючком верхнюю резиночку. Захватываем. И смотрим, откуда эта резинка тянется. С какого столбика. Мне кажется, что в моем случае эта резинка у нас принадлежит вот этому столбику. Вот так можно из стороны в сторону подергать, и это можно будет понять. Эта резинка, если принадлежит этому столбику, то накидываем ее на противоположный. Берем следующую резинку и ее, соответственно, кидаем вот на этот столбик. Теперь снимаем резинки с этого столбика, захватываем верхнюю и смотрим, откуда она идет. Видите, что в моем случае она идет с третьего столбика центрального ряда, и поэтому мы накидываем ее вот сюда, на первый столбик правого ряда, а другую резиночку, соответственно, на противоположный, на этот, и опускаем резинки вниз. Сейчас у нас на каждом столбике находятся по 3 резинки. И теперь накидываем слой красных резинок, но в этот раз уже не на 6 столбиков, а всего на 4. 1, 2, 3 и 4. Берем крючок и снимаем 3 резинки с каждого столбика нижнего слоя. Раз. Со следующего столбика захватываем 3 нижних резинки. 2, еще с одного столбика, 3 и, наконец, последний дальний столбик. На нем не очень удобно, поэтому я станок перевернул более удобной стороной. Снимаем нижние 3 резиночки и скидываем к центру. Опускаем на столбиках резинки вниз, и на данном этапе нам можно поднять уже центральную часть шапочки. Просто захватываем вот здесь в центре крючком и стараемся равномерно эту шапочку вытянуть вверх, центральную ее часть. Но так, чтобы резинки сильно у нас не выползли, именно центральные. Ну вот, я вытянул. Замечательно. Опускаем теперь вниз. И сейчас нам нужно сделать еще 2 красных ряда, точно так же, как мы с вами сделали только что, накидывая по 4 резинки на каждый слой. 2, 3, 4 резинки этого слоя. Как обычно, снимаем 1, 2, 3, 4. И сейчас у нас с вами будет 9-й слой всего, если считать с белыми включительно. И он представляет собой тоже накидывание одиночных красных резинок. 1, 2, 3 и 4. Снимаем 2 резиночки с каждого столбика нижних. 1, 2, 3 и с последнего столбика 4. На столбиках опускаем резинки вниз, а центральную часть этой шапочки немножко вытягиваем вверх. И сейчас, внимание, что нам нужно сделать? Взять 2 резинки и накинуть их, растянув,
одновременно на все 4 этих столбика, на которых сейчас резинки находятся. Вот 2 резиночки беру и накидываю на все 4 столбика одновременно. Так. И снимаю, как обычно, с каждого столбика нижнюю пару резинок. Отлично. Опять опускаем резинки вниз. И в этот раз нам нужно будет точно так же на все столбики накинуть красную резинку, а в этот раз одну. Берем ее, натягиваем и накидываем вот так на все 4 столбика. И с каждого, как обычно, снимаем нижнюю пару резинок. Наша шапочка практически готова, и сейчас мы уже, можно сказать, готовы снять ее со станка. Сначала немножко вытянем вверх центральную часть, далее засовываем крючок в любой столбик, на котором есть резинка, придерживаем резинку пальцем и снимаем с этого столбика. Далее в следующий столбик вставляем крючок, придерживаем пальцем, с этого столбика снимаем. В третий столбик заводим крючок, снимаем и с него. И, наконец, в последний 4-й столбик заводим крючок и снимаем со станка. Вот шапочка у нас практически готова. Нам не хватает лишь верхней кисточки, которая будет состоять из белых резинок. Делаем кисточку следующим образом. Берем одну резинку и скручиваем ее на крючке в 2 оборота. Берем еще одну белую и тоже скручиваем в 2 оборота. И возьмем последнюю белую, тоже скрутим в 2 оборота. Теперь возьмем одну белую, накинем на крючок и немножко пальцем натянем. Все вот эти резиночки, которые мы сейчас в 2 раза закручивали, скидываем на крючок. Так, и та часть, которая у нас сейчас находится на крючке, мы с вами ее протягиваем внутри красных петелек. И теперь из этой белой резинки делаем петлю, заводя одну ее часть в другую ее же часть. И затягиваем, насколько это возможно. И у нас с вами получилась кисточка сверху. Чтобы вот эта резинка, петелька, которая у нас получилась, не торчала, 2 варианта. Есть вариант плести ее внутрь, но это не очень удобно, и поэтому мы с вами сделаем второй вариант. Мы просто несколько раз пропустим вот эту кисточку сквозь эту петлю белую, пока она у нас не будет совсем коротенькой, эта петля. Ну вот, она стала маленькой, и я ее, получается, затянул. Ну что ж, в общем-то, наша шапочка готова, и мы с вами уже можем примерить ее на ручки. Если вы хотите, чтобы шапочка вот так немножко загибалась, то я ее просто вот так беру, загибаю и немножко петли вытягиваю, и тогда она посильнее загибается. Либо можно вплести, вот так взять, в одну петельку ввести крючок, и ввести крючок в соседнюю петельку, и здесь пропустить, например, резиночку сквозь эти петли, затянуть и вплести внутрь. Но, на мой взгляд, это не очень хорошо. Мне больше нравится, когда эта резинка именно... ну, то есть шапочка, когда сама собой держится. Но у меня уже тут, к сожалению, петля затянулась или... Нет, не затянулась. Все отлично. Я предлагаю просто вот так сделать, и тогда она нормально, получается, наклонена. Снимаем шапочку и одеваем ту, которую мы с вами только что сделали. Ну вот, очень красиво, очень замечательно и очень по-новогоднему. Если вы сделаете такую же шапочку, если каждый сделает, например, в вашем классе такую шапочку и наденет на ручку, то у вас получится классное новогоднее настроение и такой флешмоб получится. Ну что ж, я надеюсь, что вам этот видеоурок понравился, тем более он был
совсем несложный. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. У меня палец не вылезает, ставьте лайки. И пишите в комментариях ваши впечатления, отзывы об этом уроке. До новых встреч. Пока.